Всех приветствую на канале Антон Ситников. Сегодня мы протестируем самодельный водомет, напечатанный на 3D принтере на электросабборде. Поэтому заваривайте чаеху и погнали. Недавно подписчик прислал мне 3D-модель водомета для мотора FlipSky 65161. Мне очень понравилась идея, и я решил попробовать ее на моторе 70165 на 8 кВт. Но так как мотор имеет больший диаметр, сначала я адаптировал 3D-модель под 70165 и напечатал ее. В модели было два вида импеллера с 5 лопастями и 7. Еще я решил напечатать крепление Slide In и проверить, как оно будет держаться. Я, кстати, напечатал полностью вот это крепление Slide In. Слоя расположил вот так вот. Вот так вот идут слои. Поэтому по слоям оторвать не должно. Должно все держаться очень прочно. Вот такая конструкция. Пока что по временной схеме синей изоленты, к сожалению, не было. Черная закончилась, поэтому будет по-колхозному на зеленый. Сейчас я это все спускаю на воду. Подключаю кейс. Тот самый, который у меня во всех видео. Здесь все по-старому, 75-350. Вот такой супер колхоз. Батарея 30 ампер-час, 16S. Ну, а мы начинаем. Первый газ нажимаю. Потихонечку. 17% газа. Так, пока что все нормально. Ну ничего вроде едет. Нормально. Блин, спутники глушатся. Ну что-то не быстро, ребята. Не знаю, какая скорость. Что-то там 7 киловатт, короче. Вообще не пойму, ребят, какая-то что-то непонятное. Но тяги мало, сразу скажу, после грибного винта. Тяга так себе. То есть нету подрыва. Вот этот подрыв от грибного винта, вот он вот сразу чувствуется. То есть здесь такого нету. Здесь газульку в пол. И такой прям джетлаг. Джетлаг, ребят, называю это. Блин, GPS не ловит. Ну по скорости, не знаю, ну класс есть, наверное. Ну звук, слушайте, прикольный. Такой реактивный. Ну не знаю. Прикольно, конечно, с одной стороны. Крутящего момента, конечно, мало. Мало после грибного винта. По-другому ощущается. Вообще по-другому. Ну звук, слушайте, меня, конечно, прям заводит. Звук прикольный. Но что-то непонятно. Надо посмотреть, что там вообще по ваттам, потому что у меня на пульте какие-то просто нереальные значения. И, конечно, не ловит GPS. Блин, не могу посмотреть скорость. Глушит спутник. 190 ампер, 8000 ватт. Дьюти. Что-то сломалось. Я понял, что сломалось. Походу, колпак этот отлетел нахрен. Ну, все, без него уже не едет. Вот так вот, все. Колпак, короче, у меня там был на резьбе. Походу, резьба открутилась. Вместе с изолентой нахрен все там сорвало. Сейчас посмотрим. Ну-ка. На месте сейчас попробую. Вот так вот я просто подержу. Нормально, слушай,
Тяжело удержать даже. А если вот так? Ну-ка еще разок. Ну ничего. Не так, конечно, как на том самом гребном винте. Да, без этого конуса вообще не то пальто. Никакого смысла нету. Просто получается круговая защита. На месте едет, на месте крутится. Кстати, смотрите, у меня в X3 внутри закристаллизовалась соль. Да, ребят, блин, быстро заканчиваются вот такие тесты, и ты ничего не можешь сделать. То есть у меня был напечатан этот конус в одном экземпляре, он открутился, получается, по резьбе, и все. Теперь мне надо уезжать в следующий день. В прошлый раз тесты завершились досрочно из-за того, что открутился вот этот колпак. Я здесь сделал резьбу, и резьба по потоку воздуха вот так вот откручивается. То есть здесь нужно резьбу переделать в другом направлении. Это я учел, уже переделал 3D-модель, но полностью перепечатывать до завершения тестов не хотелось бы. Поэтому сейчас я снова приклеил на скотч. В этот раз не на изоленту синюю, поэтому, надеюсь, будет держаться лучше. В тот раз был вот такой импеллер. Сейчас стоит с меньшим количеством лопастей. Тут 5 лопастей. Потом опять переставлю вот такой импеллер. Будет сложно зайти, но на море, в принципе, уже норм. Кое-как зашел в воду, блин, волны, конечно, вообще не комфортен. Давайте. Чуть-чуть дам. 10%. Сейчас наваливаем. Непонятно. Что-то едет. 60% газа. Между 100 вообще разницы нет. Со спутниками опять непонятно. Давайте включим на телефоне. Так, на телефоне вроде есть скорость. %50 газа, 12. Ну что-то больше 17 нету, ну-ка газпол. Слушайте, газ пол и не газ, и половина газа, блин, скорость одинаковая. Волна большая. Сейчас волна меня будет разгонять. Так, поехали. %50 газа. Ну-ка, газпол. 8 киловатт. Скорость 17. Ну да, блин, что-то, ребят, вообще. Что-то не то, блин. Обороты надо повышать. 20 С может быть. Надо.
блядь, 16. Ну чё? Немножко не то, что я хотел. Немножко не то. Давайте сейчас поставим другую крыльчатку и сделаем перетест с ней. Мне кажется, она быстрее ехала. Что-то не сильно-то уж и быстро. Ожидания-то были намного больше. Вот так вот это у меня тут крепится. Резьбу надо в обратную сторону сделать. Вот такая крыльчатка. Идея-то прикольная на самом деле. Потому что многие боятся грибного винта. А здесь все закрыто. Но похоже, что нужно повышать обороты. Вот такая крыльчаточка. Ставим вот эту. Закручиваем обратно. Здесь надо просто обратную резьбу сделать. И выкручиваться оно не будет. Наоборот, будет самозатягивание такое будет. Все, отправляемся в море. Тестируем. Еще раз. Ну, по току то же самое. Газ пол. По скорости 16. Вижу 17. По-моему, разницы нет. Ну-ка. То же самое. Ну вот, 6 киловатт. И 15. Ну-ка. Ну такое, конечно. Что-то какая-то фигня, ребят. После 35 я же 35 делал. Контроллер 46, что-то вода, походу, не идет. А в эконом режиме 1000 ватт 10. А еще меньше 400 ватт 8. Хотя нет, 9 и 8, 10. Слушайте, для экономного режима, может, имеет смысл? Вот 300 ватт 6, 7. Для тихохода как будто бы что-то есть, какая-то прибавка, но это не точно. Рулит, конечно, не так быстро. Приходится... Хотя, в принципе рулит. Пальто. Но звук прикольный, конечно. Немножко другой. Хотя грибной винт, наверное, даже потише едет. Вся балансированная, без вибраций. Еп! Что-то там дым какой-то идет. Что-то какой-то дым вот отсюда шел. Сейчас посмотрим, ребят. Но вроде все ок. С разъемов, видимо, что-то шло. Разъемы, кстати, болтаются вот эти. Ну что, ребят, вот и закончился наш тест водомета. Конечно, ожиданий он не оправдал. На него были такие надежды. Но 20 км в час это очень мало. Грибной винт SPS разгоняется 34 км в час вот на этом же движке. При батарее 16S. Да, может, если поднять обороты,
Под водомет нужны очень большие обороты, двигатели с высоким KV оборотами на вольт значением, поэтому, скорее всего, 70-165 для этих целей не очень-то и подходит. И вот такой был у нас интересный выпуск. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите комментарий, как вам вообще в целом ролик. И обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал и нашу группу ТГ «Водный электротранспорт». Ну и всем отличного дня, хорошего настроения. Будьте на воде.